Охотник провалился под лед. То, кто его вытащил, невероятно. Треск был не похож ни на что. Этот звук был живым, глубоким и окончательным, как щелчок замка на тюремной камере. Он родился прямо под ногами Виктора, разбежался во все стороны паутиной смертельных морщин, и в следующее мгновение мир перевернулся. Ледяные тиски сдавили грудь, вышибая воздух. Вода, черная и густая, как нефть, впилась в тело тысячами игл, парализуя волю. Тяжелый полушубок, его гордость, мгновенно намок и превратился в свинцовый саван, тянущий вниз, в безмолвную тьму под ледяным потолком залива. Оружие, верный спутник десятков лет, беззвучно скользнуло в глубину. Перед глазами не пронеслась вся жизнь. Там стояла лишь одна картина. Огромный, почти черный силуэт зверя на фоне серого неба и его голова, увенчанная асимметричной короной могучих рогов. Все началось 3 недели назад с первым крепким морозцем, сковавшим заливы Онеги. Для Виктора Семенова, охотника в 3-м поколении, эта зима была не просто сезоном. В 52 года он чувствовал, как хватка слабеет. Молодые посмеивались, когда он возвращался пустым, а в глазах старых друзей читалась шалость, которая для Виктора была хуже оскорбления. Страх стать списанным стариком грыз его изнутри сильнее любого зверя. Единственным, кто смотрел на него с обожанием, был 10-летний внук Илья. Но даже в его восхищении была червоточина. Мальчик любил лес по-другому, спасал птиц, мечтал стать ветеринаром и тайно надеялся, что дед повесит ружье на стену. И тут поползли слухи о хозяине, лосе невероятных размеров с уникальной короной рогов, один из которых был обломан и зарос причудливым наростом. Для Виктора этот лось стал идеей фикс. Добыть хозяина означало вернуть себе имя и доказать, что он все тот же Семенов. «Я привезу тебе его корону, Илюха», — пообещал он внуку. Глаза мальчика потухли, но спорить он не посмел. Егерь Петр, старый друг, пытался его образумить. «Не ходи, Виктор. Зима дурная, лед подмывает, он дышит. Гиблое дело». «Ты стареешь, Петя», — бояться начал, лишь усмехнулся Виктор. На следующий день он нашел следы хозяина. Началась погоня, не просто выслеживание, а дуэль. Лось играл с ним, водил кругами, испытывал на прочность. Азарт затмил разум Виктора. Наконец погоня вывела его на лед залива. Там метрах в 300 стоял хозяин. Лось не бежал, он ждал, бросая вызов. Виктор побежал напрямик, не глядя под ноги, и услышал тот самый треск. Но было уже поздно. Барахтаясь в ледяной каше, он видел кромку льда, которая крошилась под локтями. Тело костенело, силы уходили. В угасающем сознании мелькнуло лицо жены Анны, потом Ильи. Это был конец, глупый и бесславный. И тут сквозь пелену он увидел движение. Хозяин не ушел. Огромная туша стояла у края полыни. Лось смотрел на него нечитаемым древним взглядом. Виктор ждал, что зверь уйдет. Но лось шагнул вперед, подошел к самому краю и сделал невероятное. Медленно опустил могучую голову. Корона рогов погрузилась в воду. Зазубренный нарост остановился рядом с руками Виктора. Инстинкт сработал раньше мысли. Окоченевшие пальцы Виктора соскользнули раз, другой, но с 3-й попытки он вцепился в рог мертвой хваткой. Животное вздрогнуло, издав недовольный гул. Лось напрягся и начал пятиться. Для Виктора это была агония. Острые края льда рвали спину и одежду, но он держался. Зверь вытащил его из воды, протащил метров 20 по шершавому льду до безопасного места и резким движением головы сбросил руку охотника. Виктор остался лежать, свернувшись в клубок. Лось постоял над ним, обнюхал, обдав горячим дыханием, и, развернувшись, неспешно ушел в сторону берега. В его глазах не было ни жалости, ни торжества, только безразличная пустота природы. Осознание пришло позже. Он спасен из воды, но умирает от холода.
Метель усиливалась. Виктор попытался ползти, ориентируясь на лес, но тело отказало. Он лег на лед, готовясь уснуть навсегда, когда услышал звук мотора. Вдали мелькнул свет прожектора. Виктор попытался встать, опираясь на обломок ветки, чтобы его заметили, но упал навзничь, ударившись спиной о лед. Сознание покинуло его. Егерь Петр и сосед Семен нашли его по следу снегохода. «Поздно», — выдохнул Семен, увидев белое лицо. «Не поздно, живой», — рявкнул Петр, услышав слабое сердцебиение. Гонка со смертью была безумной. В деревне фельдшер Мария констатировала сильнейшее переохлаждение. Начались страшные часы ожидания. Виктор бился в лихорадке, а когда открыл глаза, в них был дикий ужас. «Не трогай, корона под водой. Он тащил меня на дно», — хрипел он в бреду. Петр не верил в случайный бред. Пока Анна плакала у постели мужа, егерь вышел в сени осмотреть одежду друга. Полушубок на спине был разодран в клочья, словно граблями. Среди лохмотьев овчины Петр нашел жесткий темный волос. Лосиный. Картина сложилась в его голове, пугающая и невероятная. Виктор пришел в себя только под утро. Память возвращалась осколками, лед, вода, рога. Я тонул, а потом он, шептал он, тащил меня, как бревно, а потом бросил. В комнату вошел Петр. Он молча разжал кулак и показал Виктору лосиный волос. «Витя, скажи честно, что там было?» Виктор отвел взгляд. Я вцепился. Он не стряхнул, просто попятился. Он тащил меня, чтобы избавиться, а не спасти. Петр кивнул на разодранный полушубок. «Значит, я правильно понял. Он тебя по кромке протащил». Слова Петра звучали как приговор. Это было не божественное чудо, а унизительный факт. Виктор был для зверя лишь помехой, от которой тот брезгливо избавился. Гордость царя природы рассыпалась в прах. Виктор замкнулся в себе. Физически он поправлялся, но внутри что-то сломалось. Вся деревня уже знала. Хозяин спас охотника. Виктора считали отмеченным лесом, но сам он чувствовал лишь жгучий стыд. Илья видел, что дед страдает, и хотел помочь. Он принес свой альбом, где нарисовал хозяина, не монстра, а мудрого короля леса. «Деда, смотри», — тихо сказал мальчик. «Он добрый, он же тебя спас». Виктор посмотрел на рисунок. В нем он увидел причину своего позора, свидетельство своей слабости. Ярость вспыхнула черным огнем. Он выхватил альбом и с рыком разорвал рисунок. Звук рвущейся бумаги был страшнее выстрела. Илья замер, а потом с плачем выбежал из комнаты. Виктор остался один с клочками бумаги в руках и в этот момент понял. Ледяная вода была не самым страшным. Самое страшное он сделал только что. На следующий день Петр вошел в спальню к лежащему лицом к стене Виктору. «Вставай», — жестко сказал егерь. «Лось тебя не сломал. Он тебя даже не заметил. Ты для него был как репей на шкуре. А ты решил, что мир вокруг тебя крутится. Лес тебя жизнь учил, а ты урок не понял. А вот то, что ты сделал с пацаном, это и есть унижение. Вставай и иди исправляй». Слова друга пробили броню апатии. Виктор встал, собрал обрывки рисунка и часами склеивал их дрожащими руками. У него получился изуродованный шрамами лист, но это был хозяин. Он пошел к внуку. «Илюха», — хрипло позвал он, — «прости меня, старого дурака». Он протянул склеенный рисунок. Илья обнял его за ноги, и огромный Виктор Семенов снова заплакал. Перемена произошла мгновенно. Виктор снял со стен трофеи, вычистил карабины и отдал их Петру. «Забери, продай, а на деньги купи Илюхе лучшие краски и бумагу, какие найдешь». Прошла зима. Весной лес наполнился жизнью. Виктор теперь гулял без ружья, учил Илью слушать птиц и читать следы. Однажды у старой вырубки Виктор замер. На краю поляны за ели вышел хозяин. Лось был великолепен в лучах солнца, с новой покрытой бархатом короной. Илья потянулся за карандашом, но дед мягко остановил его руку. «Не надо, просто смотри». Они сидели молча.
Во взгляде Виктора больше не было азарта или стыда, только глубокое уважение. Лось на секунду встретился с ними взглядом, а затем спокойно скрылся в чаще. «Вот он, Илюша», — сказал Виктор. «Настоящий хозяин, и его корона должна оставаться здесь. Как вы считаете, лось спас охотника осознанно из чувства сострадания? Или это был просто животный инстинкт избавиться от помехи?»